Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске я поделюсь с вами процессом изготовления объемного панно с ландышами с нуля из бросовых и подручных материалов, которые, как я думаю, доступны каждому из вас. По такому же принципу можно смастерить многие другие цветы и композиции из них. Фантазируйте! Достигнув необходимого мне размера основы, начинаю делать раму. Для этого основу переворачиваю ровной стороной вверх и начинаю приклеивать сплющенные трубочки со смещением. Раму можно сделать как с выемкой, так и без. Это уже на ваше усмотрение. Далее смещаю трубочки вниз, делаю углубление. Приклеив немного трубочек на уровне основы, начинаю снова их приклеивать со смещением вверх. Внешнюю часть рамы делаю немного больше и шире, чем внутреннюю. Внутреннюю и обратную части покрываю белой акриловой краской, оставляя неокрашенной только раму.
Для изготовления листьев использую белую трикотажную ткань. Вырезанный листок пропитываю смесью столярного клея ПВА с водой 2 к 1. Для того, чтобы листьям придать необходимую форму и объем, применяю фольгу. Оставляю листья до полного высыхания. Для цветов из трикотажной белой ткани вырезаю небольшие кружочки диаметром приблизительно до сантиметра. Затем пропитываю их клеевой смесью и закрепляю на концах кисточек. Оставляю до полного высыхания. После высыхания получившиеся цветочки аккуратно снимаем с концов кисточек. Цветочки можно дополнительно подкрасить белой акриловой краской и покрыть акриловым лаком. После высыхания краски покрываю листья акриловым лаком. У меня это обычный строительный полуглянцевый акриловый лак. Бисерную проволоку нарезаю на отрезки по 8 сантиметров. Затем на одном из концов проволоки закрепляю белую или желтую бусину. Далее в центре цветка делаю отверстие, в которое продеваю проволоку с бусиной и закрепляю клеем. Стебель цветка обматываю зелеными катушечными нитками.
Скручиваю цветы между собой по 6-8 штук в одном соцветии. Окрашиваю раму темно-серой акриловой краской. Голубую акриловую краску разбавляю водой до жидкого состояния и наношу на основу. После высыхания для имитации неба наношу немного белой акриловой краски при помощи губки. На раму добавляю немного античной бронзы. Бронзовую античную краску разбавляю водой до жидкого состояния и наношу по краю основы. Получается своего рода эффект тени, и работа в итоге имеет завершенный вид. Покрываю работу акриловым лаком. Вот такое интересное панно у меня получилось. На эту идею меня вдохновила одна из моих подписчиц, за что ей большое спасибо. Хотя процесс создания работы довольно кропотливый, но он для меня какой-то медитативный и увлекательный, очень отвлекающий от негативных мыслей. Буду рада, если и вам мой мастер-класс понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный-преогромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Гостей канала, как всегда, призываю подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы всегда первыми получать уведомления о новых видео. Всем моим зрителям желаю волшебного творческого вдохновения, пусть все всегда у вас получается. Всем вам желаю благополучия, крепкого здоровья и самое главное — это мирного неба над головой. До новых встреч!